Опять не знаешь, что положить ребенку в школу в ланчбокс, кроме бутербродов и батончика? В этом видео я покажу 5 интересных необычных рецептов в аэрогриле для ланчбокса в школу, которые ты точно захочешь повторить. Вкусные рулетики с сосисками, мягкое творожно-яблочное печенье, сырно-картофельные палочки, кето-булочки без глютена и вкусные малиновые кексы. Первый рецепт – это не бутерброд, это гораздо вкуснее и интереснее. Берем цельнозерновой квадратный хлеб, у меня 8 кусочков, 2 яйца на такое количество хлеба, 8 кусочков сыра и 8 сосисок. Также понадобится кетчуп или томатная паста. При помощи скалки разравниваем квадратный хлеб до тостов, у меня цельнозерновой. Хлеб должен получиться тонкий, он не должен порваться. Мы это делаем для того, чтобы закрутить рулетик. Сверху выкладываем кетчуп или томатную пасту, совсем чуть-чуть. Распределяем силиконовой кисточкой, кладем тонкий кусочек сыра, сосиску и заворачиваем плотно в рулет. Стараемся прижать край плотно. Советую сразу все кусочки хлеба разровнять при помощи скалки, положить кетчуп, сыр и сосиску, только потом обмакивать в яичную смесь. 2 яйца разбиваем в миске. В аэрогриле выкладываем пергаментную форму. Если у вас прилипает что-то к форме, то смажьте ее немного маслом. Теперь каждый рулетик нужно обмакнуть в яичную смесь и выкладываем в аэрогриль. У меня 8 рулетиков, и я буду готовить их по очереди, по 4 штуки. Ставлю в аэрогриль на режим аэрогриль 190 градусов 8 минут. У меня в аэрогриле 2 тена. Если у вас 1 тен, то ставьте 180 градусов примерно 10 минут. Получается вот такая вкусная сосиска в тесте, но чуть-чуть полезнее. У нас цельнозерновой хлеб, очень вкусно, необычно. По вкусу похоже на пиццу или на горячий бутерброд. Готовится быстро и просто. Выглядит интересно, необычно, ребенку обязательно понравится. Следующий рецепт: приготовим яблочно-творожное печенье в аэрогриле. Для рецепта нам понадобится 2 средних яблока, мягкий творог, растительное масло, мука, сахар, корица и разрыхлитель. Заглядывайте в описание под видео, я там оставляю информацию о том, какой у меня аэрогриль, где его можно приобрести, а также прописываю все ингредиенты для рецептов, режим и температуру, на котором я готовлю. Надеюсь, эта информация для вас будет полезной. В емкость перекладываем мягкий творог, можно использовать творог в брикете, добавляю сахар, муку. Растительное масло, я использую масло виноградной косточки. Хорошо все перемешиваем. Я забыла добавить разрыхлитель, поэтому в середине процесса добавляю немного разрыхлителя, примерно пол чайной ложки. Также добавлю корицу. Перемешиваем тесто, оно получится очень плотным. На этом этапе можно добавить кусочки яблок или, например, груши. Также можно добавить изюм или, например, сушеную клюкву или шоколадные капли. Но мне нравится сначала хорошо перемешать тесто, только потом добавить яблоко. Яблоко моем, очищаем от кожуры. Яблоки мелко режу на кубики и добавляю в конце теста, вмешиваю рукой. Лепим небольшие печеньки. Из такого количества теста у меня получилось 8 средних печений. Их можно сделать размером больше или меньше, как вам нравится. Я выкладывала печенье на пергаментную силиконизированную бумагу. Это обычная бумага для духовки. Можно использовать просто бумажную форму для аэрогриля. Бумагу мы используем для того, чтобы на печенье не остались следы решетки. Если запекаете, как я, на дне чаши, не на решетке, печенье очень быстро станет загорелым. С другой стороны, но если у вас 2 тена, вполне можно печь и на решетке. Печенье выпекаем на режиме выпечка 170 градусов 17 минут примерно. Печенье я не переворачиваю, они получаются загорелые с обеих сторон. Если у вас аэрогриль с 1 теном сверху, то попробуйте поставить 180 градусов и готовить тоже примерно 17-20 минут. При необходимости печенье можете перевернуть, потому что в аэрогриле с 1 теном снизу нет тена и снизу печенье может плохо пропечься. Творожное тесто получается очень мягкое, это не сухие печенья. И начинка может быть абсолютно любой. Такие печенья очень понравились детям. И если у вас есть лишние 5 минут замесить тесто, то обязательно приготовьте такие печенья. Они не только идеальны в ланчбокс, подойдут просто на перекус дома или на полдник. Следующий рецепт очень интересный. У меня остался отварной картофель, и я приготовила такие сырно-картофельные палочки. Они подойдут не только в ланчбоксы, но и, например, на какой-то праздничный стол. Для рецепта понадобится отварной картофель,
яйцо, мука, сыр. Можно добавить любые специи или даже чеснок. У меня примерно 210 грамм отварного картофеля. Его нужно растолочь в пюре. Натираем сыр на терке, у меня примерно 125 грамм. Добавляем туда одно яйцо, соль, перец и любые специи. У меня это примерно 1 чайная ложка сушеной петрушки и 1 чайная ложка сухого чеснока в порошке. Можно взять, натереть на терке дольку чеснока. И добавляем 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Его можно заменить на картофельный крахмал или же муку. Все хорошо перемешиваем. Я решила добавить еще 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Масса должна хорошо держать форму и лепиться в такую палочку. Добавляйте 1-2 столовые ложки крахмала или же муки. В аэрогриль кладем пергаментную бумагу, у меня силиконизированная такая бумага для духовки, или же кладем специальную пергаментную форму для аэрогриля. И при помощи рук также можно скатать такую колбаску на столе. Я делаю такую палочку из нашего теста. Можно сделать любой другой формы, можно сделать печеньки, я думаю, также получится вкусно. Картофельно-сырные палочки можно сбрызнуть маслом спрея или же смазать кисточкой. Я использую топленое масло ки. Ставим в аэрогриль на режим аэрогриль 180 градусов примерно 10 минут. Если у вас аэрогриль с одним теном, ставьте примерно на 180-190 градусов 13-15 минут. И в середине времени можете перевернуть. Очень вкусные палочки у нас получаются. Их можно не смазывать маслом, тогда они будут такие более подсушенные. Также можно добавить, например, больше муки, и они получатся более хрустящие. Я добавила немного крахмала, и они у меня получаются такие мягкие и вкусные. Обязательно попробуйте приготовить. Это интересный вариант, что положить ребенку в ланчбокс или что приготовить на закуску на стол, например, праздничный. Следующий рецепт. Приготовим такие полезные булочки. Без глютена будем использовать миндальную муку, греческий йогурт, разрыхлитель и микс семян. Все очень просто. Такие булочки можно подавать с сыром ребенку в школу или же, например, с полезным джемом. В емкость кладем 90 грамм миндальной муки, пол чайной ложки разрыхлителя. Добавляем туда 120 грамм греческого йогурта и все хорошо перемешиваем. Плюс таких булочек в том, что они без глютена, у кого аллергия, они очень сытные, потому что мы используем миндальную муку, также греческий йогурт, здесь большое содержание белка. И от таких булочек у ребенка будет насыщение и не будет наступать быстрая сонливость, как обычно бывает после сладких перекусов. Кладем в аэрогриль пергаментную бумагу, лепим небольшие шарики, чтобы они быстрее и лучше пропеклись. И обваливаем шарики в миксе семян. У меня разные семена для салата, подойдет просто кунжут. Из данного количества теста получится примерно 5-6 шариков. В данном рецепте лучше муку не заменять. Если у вас нет миндальной, то с другой мукой, возможно, не получится такой эффект. Булочки ставим в аэрогриль на режим аэрогриль примерно 170-175 градусов 12 минут. Температура и время, как всегда, могут отличаться в зависимости от модели аэрогриля. Если у вас один тен, то попробуйте поставить 180 градусов 15 минут и в середине времени перевернуть. Если они слишком сильно горят вокруг, то температуру понижаем. Они очень загорелые и хрустящие снаружи и мягкие, такие рассыпчатые внутри. Из них не получится сделать бутерброд, текстура немного другая, но их очень классно макать в какой-то джем, варенье, арахисовую пасту или же просто крем-сыр, если у вас дети такое кушают. И последний рецепт на сегодня – это малиновые кексы. Похожий рецепт я готовила, обязательно оставлю ссылочку внизу. В этом же рецепте расскажу, как можно убрать масло из рецепта кексов и на что можно его заменить. Для рецепта кексов используем муку, яйцо, сахар, кефир, разрыхлитель и любые замороженные ягоды. У меня это малина. Для рецепта в емкости смешать яйцо с сахаром. Добавляем кефир. В данном рецепте нужно добавить 80 мл растительного масла, но я не добавляю масло, заменяю на пол банана. Вот так все легко и просто можно добавить любое пюре, например, пюре яблока или пюре банана, если в рецепте есть масло. Конечно, кексы получатся не такие сочные, но это очень хорошая замена, если вы не хотите использовать лишнее масло в рецептах, в выпечке. Добавляем муку, разрыхлитель, щепотку соли. И в конце добавляем замороженную малину. Малину я не размораживаю.
Хорошо перемешиваем тесто при помощи силиконовой лопатки. И кладем в силиконовые формочки. Из данного количества получается примерно 9 кексов. Аэрогриль у меня 6,4 литра, и каждая сторона примерно по 21-22 сантиметра, поэтому 9 кексов это такое стандартное количество, которое помещается в такой средний аэрогриль, я бы так сказала. Формочки силиконовые я никогда не смазываю маслом, не знаю, к ним никогда ничего не прилипает. Это обычные формочки для духовки, они продаются в любых продуктовых магазинах. В аэрогриле кексы очень часто я готовлю, особенно в школу, потому что это очень быстро, просто готовится там буквально 15-20 минут и кексы готовы. В этих силиконовых формах готовлю не только сладкие кексы, но и такие творожные кексы, что-то по типу омлета. Напишите, дайте знать в комментарии, если вам интересны такие рецепты, просто кексы соленые, сладкие, любые, которые подойдут на завтрак, на перекус или даже в ланчбокс. В аэрогриль ставлю на режим выпечки 160 градусов 20 минут. Если у вас аэрогриль с одним теном, то готовим такие кексы на 170 градусов примерно тоже 20-25 минут. И вот такие вкусные кексы у нас готовы. Пусть вас не пугает эта шапочка. В аэрогриле часто шапочка у кексов всегда выглядит как горка, смещена, но меня это вообще не смущает, потому что кексы получаются воздушные, вкусные. Несмотря на то, что тут нет масла, они получаются очень-очень вкусные. Обязательно попробуйте приготовить. Вы только посмотрите на этот разрез. Кексы совсем чуть остыли, и я вам показываю, что у нас внутри. Они очень вкусные и понравятся обязательно всем. Спасибо за внимание, за то, что посмотрели это видео. Я надеюсь, вы обязательно что-то приготовите. Пишите в комментариях, какой из рецептов вам понравился больше всего, что вы захотите повторить в своем аэрогриле. Пишите в комментариях, делитесь, что вы кладете своим детям в школу, в ланчбокс. Это всегда такой важный вопрос, потому что мамам очень трудно что-то придумать новое и быстрое. Всем спасибо за внимание. Мы с вами увидимся в новом видео. Пока-пока, до скорых встреч!